Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы будем с вами делать не цветы, а изделия из дерева для декора дома. Я очень давно хотела себе сделать декоративный ящик. Именно для того, чтобы мне хранить мои большие шишки, потому что на данный момент у меня их негде хранить, и я поставила свой ящик просто сейчас на полку, и там находятся мои большие шишки. Также я хотела себе сделать еще и поднос, но мне хотелось его сделать сильно деревянным, чтобы даже мои ручки были деревянными, и найти тот рисунок, который хотелось бы мне использовать для своего подноса. Я все-таки такое сделала, очень довольна результатом, поэтому давайте я вам покажу, как я и из чего начинала все это делать. В первую очередь я направилась в строительный магазин, потому что я живу в квартире, и лишних каких-то дощечек от какого-то строительства домов, как у многих могут они быть, у меня не было. Я отправилась в магазин и купила деревянные наличники. Выбор в магазинах всегда огромный, можно выбрать как широкие, узкие, совершенно любого размера. После чего мне надо было это все распилить. Ну и, конечно, для того, чтобы распилить, так как дощечек было не одна-две, я попросила своего супруга. Но если вам некому распилить, или же вы сами это не умеете, поинтересуйтесь у себя в магазинах. Всегда в магазине есть пила, и, допустим, у меня в городе 3 больших гипермаркета строительных, и везде делают распил, делают по вашим размерам, также и не такая большая сумма они берут за то, что они распилят. В некоторых магазинах это делают даже бесплатно. Поэтому поинтересуйтесь, и думаю, вам в этом помогут. Ну вот, мои дощечки готовы. Я все размеры оставлю в своей группе ВКонтакте, также в своем Телеграм. Переходите, смотрите, если вам будет удобно. Ну а также оставлю еще и в инфобоксе, поэтому можно будет их посмотреть прямо здесь. У меня дощечек оказалось, я все-таки посчитала неправильно, поэтому одной маленькой не хватило, одной большой не хватило, но я потом это уже распилила сама. Да, если вы помните, как я пилила колышко для своей елки, пилить я научилась. Для того, чтобы собрать ящик, я сначала начала на маленьких частях замерять расстояние, на котором я буду все соединять. Сложно, конечно, объяснить словами, но я постараюсь, надеюсь, вы поймете. На всех своих коротких заготовках я по краю отмечаю ширину самой вот этой досочки. Теперь беру части, на которые мы будем крепить, и снизу отмеряю 2 сантиметра. Это будут так называемые ножки у моего ящика. И когда я буду соединять между собой, мне нужно соединить вот таким образом. Снизу 2 сантиметра, сбоку у дощечки 5 миллиметров. Чтобы потом при соединении в конце полностью ящика у нас все стороны хорошо сошлись. Таким образом я буду делать 2 заготовки. Решила сначала закреплять гвоздями, но вот распиливать дощечки я научилась, а забивать гвозди у меня никак не получается, они у меня все равно гнутся. Ну и эти гвозди, я так поняла, еще и длинные, поэтому я все убрала. Ну, не было времени уже идти куда-то за новыми, у меня были только эти, поэтому я взяла клей. Использовать клей я буду Tacky Glue. Это в принципе тот же самый ПВА клей, только очень-очень густой. Вы можете использовать столярный клей Момент, по-моему, называется, для дерева, продается в строительных магазинах. Наношу клей и буду склеивать.
На одну сторону у нас уходит 3 вот таких заготовки. Снизу я также добавляю еще перекладинку, чтобы было удобно работать. И приклеиваю. Расстояние между моими боковыми частями будет 4 сантиметра. Все приклеиваю и оставляю сушиться. Пока у меня сушилось, знаете, сделала большую ошибку. Надо было все-таки сделать еще одну такую маленькую заготовку боковую. Я же решила приклеить дно. Лучше сделайте на этом этапе еще одну такую маленькую сторону ящика. Но на дно я использовала 4 дощечки, которые потом склеила вместе, чтобы у меня снизу ничего не проваливалось, когда я буду туда что-нибудь ставить или класть. И вот, если бы у меня на этом этапе была вторая часть, было бы сделать намного удобнее. Мы бы просто сверху приклеили наше дно, и на этом все. Но так как я соединила вот таким образом, теперь нужно было немножко покрутить и собрать вторую часть. Для второй части я тоже беру 2 заготовки, отмеряю снизу 2 сантиметра, наношу на боковые части клей и все хорошо приклеиваю. Конечно, если вы используете клей, то желательно было бы все это хорошо сжать специальным инструментом, чтобы у вас хорошо склеилось. У меня же этого ничего нету, поэтому я просто надеялась на то, что мой клей будет хорошо клеить. Вот так у меня уже получается. Вот, если бы вы склеили сразу 2 боковых части, то в дальнейшем вы бы просто дно приклеили на них. Когда у нас все склеилось, я начинаю приклеивать боковые части нашего ящика. И так как у меня нет никаких инструментов, чтобы это все сильно стянуть, я использовала обычную веревку. Обычный джут, который мне помог в работе. Я все хорошо стянула, связала и оставила сушиться. Самое главное, убирайте излишки клея, потому что если потом вы будете красить, то этот клей может мешать и будут у вас видны полосы. Теперь переходим к самому подносу. Мне понадобилось 2 заготовки по 26,5 сантиметра. Они у вас могут быть совершенно любые. Служить они будут именно для ножек, можно так сказать. И для того, чтобы поднос снизу у вас соединялся и ничего не падало. Сами ручки. Долго я ходила, выбирала ручки. Вот остановилась на таких деревянных. Кстати, в строительном магазине они находятся именно в отделе, там, где продается все для бани. Выбрала я вот такие и пошла с радостью домой. Конечно, ручки можно выбрать совершенно любые. Вы можете использовать ручки даже для мебели, поэтому смотрите, в каком стиле и какой больше внешний вид вы хотите от этого добиться. На свои досочки по краям я тоже наношу клей и склеиваю между собой. Знаете, что я люблю дощечки с множеством сучков. Хоть это и брак, но мне кажется, что выглядит это очень красиво. Поэтому изначально я посмотрела на свои досочки и разметила их так, как хотелось бы мне видеть по итогу свой поднос. Вот, склеиваем 3 дощечки. И сверху я буду приклеивать наши так называемые ножки. Отмеряю по краям 2 сантиметра, чтобы они не были сбоку, и буду тоже приклеивать. Так как это все-таки наличник на дверь, посередине есть пустое пространство, поэтому клей приходится наносить только на те места, где мои перекладинки будут касаться самого подноса.
Если вы умеете забивать гвозди, можно забить гвозди. Теперь про ручки. Они сделаны не совсем аккуратно и приходится дырочки, где потом будут вкручиваться шурупы, зачистить. Я беру наждачку, вот таким образом скручиваю и долго, мучительно начинаю зачищать. Но если мы хотим сделать это красиво, нам придется это сделать. И после того, как я зачищу, я сверху приклею тоже ручки. После того, как у меня все высохло и хорошо склеилось, я буду красить. Использовать я буду вот такую аквалазурь от фирмы Alpina. Долго я выбирала, и все-таки консультант в магазине посоветовал мне ее. Цвет у меня палисандр. Цвет вам мешают прямо в магазине, потому что изначально она прозрачная. И начинаю красить. С одной стороны поднос я уже покрасила и крашу вверх. Вот смотрите, ручки я приклеила, то, что я не сняла. И в эти дырочки я вкрутила 2 шурупа. Кстати, приклеивайте ручки таким образом, чтобы они находились на одном уровне с нижними перекладинками. Тогда, когда будете вкручивать шурупы, идеально и надежно закрепится конструкция всего подноса. Я покрасила поднос. Также мне нравится, чем лазурь, так как она очень красиво подчеркивает фактуру дерева. Я думаю, тут это видно, мне очень сильно нравится. Единственное, что на камере передается цвет чуть-чуть желтоватый. На самом деле он немножко другой. Трафарет. Трафарет можно купить, трафарет можно сделать самому, а можно вообще ничего не красить, не разукрашивать и оставить свой поднос в том виде, в котором он есть. Все это зависит от вкуса человека, кому что больше нравится. Я же решила сделать трафарет сама. Дальше я вам покажу, как это делается. Ну и, конечно, многие скажут, зачем заниматься такой ерундой, можно его купить. Но знаете, не всегда можно найти ту картинку, тот рисунок, который будет устраивать именно вас. Поэтому я делаю трафарет сама, распечатываю его на самом простом обычном принтере. Вот таким образом я вырезаю весь свой трафарет. Если вы делаете это впервые и вы боитесь, что у вас не получится, попробуйте на какой-нибудь ненужной вам деревяшке или на другой поверхности. Но также, чтобы было удобно, выбирайте рисунки, которые побольше, так как всякие маленькие буковки вырезать сложно. Шаблон на эту картинку, также и на другую картинку я тоже оставлю как в своей группе в Telegram, также и в своей группе ВКонтакте. Вот я уже все вырезала, и мне нужно это все хорошенечко приклеить на поднос. Приклеивать я буду с помощью малярного скотча. Он потом хорошо отклеится и держит хорошо. Также я вырезала еще елочки в середине, поэтому делаю тоненькие полоски, приклеиваю. И только после того, как вы все хорошо приклеили и уверены в том, что у вас будет именно так находиться, располагаться рисунок, можно приступать к окрашиванию. Я использую акриловую краску и вот такой спонжик. Можете использовать совершенно любую губку. И самое важное, чтобы она была сухая. Наносим краску, выбиваем, чтобы она была полусухая, чтобы краска не затекала под бумагу. И, так сказать, начинаем вбивать рисунок в нашу поверхность. Делайте это очень аккуратно, никуда не спешите, поэтому лучше делать это в то время, когда вас никто никуда не будет отвлекать. И постепенно заполняю весь свой трафарет. Также я в некоторых местах придерживаю рукой, чтобы контур был четкий и не размазанный. Все сделали, можно отклеивать трафарет. Кстати, можете ждать, пока у вас краска высохнет, а можете не ждать, это уже смотрите сами. Но лучше, конечно, подождать, для того, чтобы при снятии бумаги вы ничего не размазали.
И те места, где у меня есть какие-то пробелы, какие-то нечеткости, или там, где я приклеивала скотч, чтобы у меня все хорошо держалось, я просто беру кисть и начинаю подрисовывать и заполнять краской пробелы. Но иногда это не столь важно, если вы собираетесь точно так же, как и я, потом это все зачистить. Я немного состариваю поверхность именно самого рисунка. Беру и зачищаю самой простой наждачкой. Таким образом у нас становится, как по мне, внешний вид лучше, но это на любителя. Свой ящик я решила декорировать таким же способом и тоже использовала для этого самодельный трафарет. Но на этот раз я выбрала надпись 7up и Coca-Cola. Тоже беру акриловую краску, этот же спонжик и начинаю наносить рисунок. И тут я не совсем обратила внимание, что мой спонжик так и не высох после предыдущей работы, поэтому он был влажный, и мой рисунок немножко растекся. Я думаю, вы видите, что надпись Coca-Cola, особенно второе слово, слегка размазанное. Поэтому вооружаюсь кисточкой, краской и начинаю рисовать. Так что если вы отбиваете также трафарет, смотрите, чтобы у вас спонжик был идеально сухой. Тогда картинка будет у вас идеальная. Я подрисовываю каждую буковку, заполняю каждый пробел и точно так же наждачной бумагой, она у меня очень мелкая, я начинаю состаривать поверхность. Вот нравится мне такой эффект, и я ничего не могу с собой поделать. Главное, не переусердствуйте, чтобы у вас картинка все-таки выглядела красиво. Да, я не сказала, обязательно дождитесь полного высыхания краски, иначе вы просто-напросто ее размажете. Я очень люблю изделия из дерева, я очень люблю делать какие-то интересные штучки для дома, поэтому я думаю, что в ближайшее время на моем канале будут появляться именно изделия для дома. Ну и про цветы я тоже не забываю, как делать какой-то цветочек, композицию, мы тоже с вами будем это все делать. Но если вам нравится такого плана видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. До новых встреч, пока-пока!